Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в НАТО впервые за долгое время Германия получила больше оперативного влияния, чем Соединенные Штаты Америки. Речь идет о штабах, которые определяют, где и когда размещают военные подразделения. Фридрих Мерц поддержал усиление роли Берлина. Урсула фон дер Ляйен связала эти изменения с курсом ЕС на самостоятельность в вопросах безопасности. И это еще не все. Сейчас в Германии все больше молодых специалистов уезжает работать в другие страны. Те, кто раньше платил самые высокие налоги и взносы, выходят из взносов в пенсионную и социальную системы Германии, а нагрузка остается на тех, кто продолжает работать. И напоследок, сегодня в Германии пенсионеры видят, что их пенсия все чаще оказывается меньше в реальности, чем на бумаге. Что же сегодня съедает часть выплат у пенсионеров, будем разбираться прямо сейчас. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в НАТО впервые за многие годы Германия сегодня по числу ключевых командных постов обошла Соединенные Штаты Америки. Это новые перемены баланса в самой структуре Альянса. На недавних изменениях в командовании Германии досталось 3 из 3 главных оперативных позиций, которые раньше в подавляющем большинстве контролировали именно американские генералы. На самом деле, чтобы вы знали, это была часть неформальной договоренности, то есть Соединенные Штаты Америки дают вооруженные силы и технологии, а Европа поддержку и солидарность. Но в ближайшие годы ситуация еще больше поменяется. Великобритания, Италия, Польша и Германия получили командование, от которых зависит координация действий и планирование операций НАТО. Почему это происходит сегодня? Дело не в том, что Соединенные Штаты уходят из НАТО. Они продолжают сохранять главные командные роли по армейской, авиационным и морским силам и по-прежнему назначают главнокомандующего европейскими силами. Но европейские страны настаивали, чтобы именно оперативные штабы, которые, кстати, управляют координацией силы и планированием действий, находились ближе к центру принятия решений, то есть внутри ЕС. Поэтому эти изменения отражают новую реальность. Вы сами видите, что последние 10 лет Европа все чаще сталкивается с серьезными вызовами, включая события в Восточной Европе и нестабильность в Северной Африке. И она хочет меньше полагаться на решения Вашингтона и больше на собственные структуры. Например, штаб командования Объединенными вооруженными силами НАТО в Брюссуме, который отвечает за оперативное планирование и взаимодействие между войсками НАТО на европейском континенте, теперь возглавляет именно немецкий генерал. Еще пару лет назад эту должность почти автоматически занимал американец. Еще один пример – командование Объединенных вооруженных сил НАТО в Неаполе, в Италии, где сосредоточены силы, обеспечивающие безопасность в Средиземноморье. Сейчас этот пост тоже остался под контролем европейского офицера. Таким образом, мы видим, что немецкие представители занимают ключевые роли, формирующие долгосрочные планы НАТО. Это усиливает влияние Германии и дает ей дополнительные полномочия при распределении ресурсов и обязанностей в Альянсе. Поэтому сегодня, как мы видим, Европа становится менее зависимой от решений Соединенных Штатов Америки. Решения по координации сил, логистике и планированию действий будут теперь приниматься не в Вашингтоне, а в штабах, где ключевая роль у европейских стран. Я вам скажу, что это не произошло мгновенно, потому что так захотелось. На самом деле эти изменения готовились годами. Европа постепенно усиливала свои возможности, участвовала в совместных программах сотрудничества и расширяла собственные управленческие структуры. И теперь мы с вами видим этот результат. Германия и ее союзники получили то, чего давно добивались: реальные командные полномочия в НАТО. Следующая новость, одна из самых важных. По данным последних расчетов демографов и Минфина, Германия сейчас ежегодно теряет внимание десятки тысяч молодых специалистов трудоспособного возраста. Речь идет о людях от 25 до 40 лет, то есть именно те, кто платит самые большие подоходные налоги и максимальные социальные взносы. Фридрих Мерц в одном из своих недавних выступлений прямо сказал, что если Германия сегодня не станет привлекательнее для квалифицированных работников, страна столкнется не только с нехваткой кадров, но и с растущей нагрузкой на бюджет. Мы с вами понимаем, что он имел в виду меньше плательщиков, означает большее давление на тех, кто остается. Объясню на конкретном примере. 33-летний Марк из Штутгарта работал инженером в автомобильной отрасли. Его годовой доход составлял около 85 тысяч евро. После налогов и взносов в пенсионную и медицинскую систему чистыми оставалось существенно меньше половины заработка. В прошлом году он принял предложение из Швейцарии. При сопоставимой зарплате его чистый доход вырос на несколько тысяч евро в месяц. Поэтому вы видите, что для Германии это означает потерю внимания примерно 30-35 тысяч евро налоговых поступлений ежегодно только от одного человека. Я думаю, разница ощутима.
Еще один случай. 30-летняя врач Анна из Кёльна, она уехала в Нидерланды, причина у нее комплексна. Это сочетание налогов, нагрузки и условий труда. С ее отъездом Германия потеряла не только специалистов в системе здравоохранения, но и будущие взносы в пенсионный фонд на следующие 35 лет. И это еще не все. Хочу показать вам и обратную сторону медали. 58-летний Йоахим из Эссена работает на металлургическом предприятии. Его пенсионные отчисления постепенно растут. Также он уже видит, что часть пенсионной системы финансируется из федерального бюджета. А федеральный бюджет, как вы знаете, это налоги, которые платят такие, как он. Почему так происходит? Сейчас в Германии пенсионная модель довольно простая. Сегодняшние работники оплачивают сегодняшние пенсии. Никаких крупных накопительных резервов для будущих поколений нет. Сейчас поколение бэби-бумеров массово выходит на пенсию. Их много, а вот уже поколение 1990-х, 2000-х годов меньше по численности. Даже если бы не было оттока кадров, система была бы под давлением. Но когда мы уже наблюдаем, что часть молодых специалистов дополнительно уезжает, разрыв, соответственно, увеличивается. Урсула фон дер Ляйен в своих выступлениях в Брюсселе подчеркивает, что Европа вступила в период высокой конкуренции за рабочую силу. Страны, которые проиграют эту конкуренцию, будут вынуждены либо повышать налоги, либо увеличивать госдолг для финансирования социальных обязательств. Если говорить прямо, то каждый уехавший 30-летний специалист означает потерю нескольких десятков лет налоговых поступлений. Пенсионеры, как многие из вас, при этом остаются в системе Германии. Ваши выплаты никуда не исчезают. Поэтому уже сегодня МИР заявляет, что значительная часть пенсионных расходов покрывается из бюджета. А если доходная база сокращается, вариантов остается немного. Либо повышать взносы, либо поднимать пенсионный возраст, либо увеличивать налоги. А теперь у вас возникает, наверное, вопрос. Ты же говорил в прошлых видео, что МИР сделает акцент на снижение налоговой нагрузки и упрощение условий для бизнеса. Что-то не сходится с тем, что планируется сделать в будущем. Отвечаю, МИР хочет снизить налоги именно для бизнеса, потому что иначе отток молодых специалистов усилится. Это означает, что нагрузка на средний класс внутри Германии станет еще выше. Теперь стало понятно? Вот в этом и состоит прямая связь. Чем меньше молодых плательщиков, соответственно, выше давление на тех, кто продолжает работать внутри страны. Поэтому цель сделать так, чтобы молодые специалисты не уезжали из Германии, платили десятки тысяч евро в год взносов и наполняли бюджет. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сегодня в Германии размер пенсии в расчетном письме и реальная сумма на счете – это вы сами видите разные вещи. Государственная пенсия в Германии не означает, что все расходы в старости берет на себя система. Часть затрат пенсионеры оплачивают сами, и с каждым годом таких расходов становится больше. Теперь давайте посмотрим конкретно, за что пенсионеры платят сами. Во-первых, медицинская страховка. Пенсионеры продолжают платить взносы в кассу медицинского страхования, они удерживаются прямо из пенсии, плюс дополнительный взнос с страховой кассы. Во-вторых, это страхование по уходу. Его ставка за последние годы повышалась несколько раз, даже получая пенсию, человек продолжает делать отчисления. Вот нашел пример. 72-летний Ингрид из Ганновера получает около 1650 евро государственной пенсии. После удержания медицинского страхования и страхования по уходу на счет поступает совершенно меньше. Кроме того, ей приходится самостоятельно оплачивать часть лекарств и стоматологических услуг, которые не покрываются полностью кассой. Третий пункт – это налоги. Да, если вы не знали, многие пенсионеры в Германии платят подоходный налог. Напомню, что еще с 2005 года действует поэтапный переход к полной налогооблагаемой пенсии. То есть, чем позже человек вышел на пенсию, тем больше доля его пенсии облагается налогом. Например, для новых пенсионеров эта доля значительно выше, чем для тех, кто вышел на пенсию 15-20 лет назад. Вот примеры из жизни. 67-летний Пауль из Кёльна, бывший мастер на производстве, впервые столкнулся с необходимостью подавать налоговую декларацию после выхода на пенсию. Часть его выплат облагается налогом, и в конце года он доплачивает еще несколько сотен евро. И это еще не все. В Германии есть понятие «это уход в доме престарелых». Государство покрывает часть расходов через страхование по уходу, но значительную сумму пенсионеры или их семьи оплачивают сами. Я вам в одном из видео приводил цифры, что в некоторых регионах собственная доля может превышать 2000 евро в месяц. Если пенсии недостаточно, подключается социальная помощь, но тогда проверяют, соответственно, доходы и имущество. Есть и бытовые расходы, которые раньше частично компенсировались иначе. Так рост коммунальных платежей, особенно после энергетического кризиса, увеличил нагрузку на пожилых людей.
На этом пока все. Спасибо за просмотр.